Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы делаем домашку по 13 уроку. Начнем с первой задачи, и в ней нам нужно сравнивать число, которое я введу в этот input, с цифрой 4. Если число больше, чем 4, то мы в консоли выводим слово good. Если меньше, то слово no. Ну, то есть в таком варианте при клике я должен был увидеть good. Если напишу сюда, например, 1, то в таком варианте уже no. Решение прописываю в теле функции и начинаю с того, что возьму наш текст из поля ввода, не забываем преобразовывать его в число, и сравним его с четверкой. И если значение, которое я вписал в поле ввода, больше, чем 4, я вывожу в консоли слово good. Если else пишу меньше, вывожу слово no. Давайте проверим. Вписываю сюда 200. Good. Вписываю 1. No. Это говорит о том, что задачу мы сделали верно. Можем переходить ко второй задаче. В этой задаче мне нужно сравнить эти две переменные и вывести в консоль наибольшее из них. Для этого я пишу if и начинаю сравнивать. Если a21 больше, чем a22, то в консоль выводи a21. И также, если условие false, то есть будет неправдивым, то тогда в консоль a22. Тестируем, кликаем, число 40 больше. Я изменяю значение переменной a21, говорю, что она будет равняться 60, тестирую такой вариант и 60. Переходим к третьей задаче. Третья задача похожа на вторую, но там я буду эти цифры вписывать в первый и второй input. И при клике нужно выводить наибольшее из них. Решение буду писать в теле третьей функции. Также в ней, видите, я уже получил все наши значения из инпутов. Начну с условия, и в нем я пропишу вид 31. Если оно больше, чем вид 32, тогда в наш out3, ну то есть в дивчик, в качестве текста визуально выведи эту цифру. Если же условие будет false, то выведи уже значение из другого инпута. Протестируем эту запись. Я напишу сюда 200, сюда 400. Клик 400. Исправим наше первое поле ввода, напишем сюда цифру побольше. Клик, цифра побольше вышла. Это говорит о том, что мы задачу сделали верно. Переходим к четвертой задаче. Эта задача выглядит так, что мы в это поле ввода будем вводить год своего рождения. И дальше считать, исполнилось ли человеку 18 или нет. Если человеку больше, чем 18, мы в div выводим цифру 1. Если меньше, то 0. В этой задаче уже будет немножко математики, нам же нужно будет преобразовывать год рождения в текущий возраст. Ну, наверное, мы будем делать текущий год минус год рождения, и по итогу получаем как раз возраст нашего пользователя. Решение этой задачи буду писать в теле четвертой функции. И начну с того, что посчитаю возраст пользователя. Значит, как мы это сделаем? Возьмем текущий год и отнимем текущий год от цифры, которую впишет пользователь. По итогу, если пользователь напишет сюда, например, 2000, то при клике у нас в переменную year запишется 26. Ну, 2026 минус 2026. Думаю, это логично. Все, что нам осталось, это сделать условие и проверить, больше или меньше ему, чем 18. Если пользователю больше 18, мы в наш дивчик выводим 1. Добавляем else и пишем. Если меньше, то 0. Проверяем, как это будет работать.
Я беру четвертый input, вписываю туда, давайте 2000 сначала. 1, все отлично. Теперь 2020 год, ну, ребенку 6 лет. Проверяем и 0. Все успешно. Наша следующая задача – это задача номер 5. Для пятой задачи мне потребуется select, в котором будет два варианта выбора. И при клике на кнопку я буду проверять то, что мы выбрали в select. Если в select мы выбрали yes, то в консоли я вывожу agree. Если выбрал no, то вывожу уже disagree. Решение буду прописывать в теле функции. Начну с условия, возьму наше выбранное значение из инпута и сравню это со словом yes. Если пользователь выбрал yes, то я в консоли буду выводить agree. Иначе другое слово disagree. Проверяем, как оно написано. Я выберу no, клик, disagree. Yes, клик, все отлично, все работает. Эту же логику вы могли написать чуть-чуть иначе. Например, здесь поставить no, но тогда придется поменять местами эти консоли. По итогу получится абсолютно такой же ответ. Переходим к шестой задаче. В этой задаче мне нужно будет просуммировать то, что я веду в эти два поля ввода. И если их общая сумма будет больше, чем 50, то вывести в дивчик true. Если их общая сумма меньше, чем 50, то вывести в div false. Ну, то есть в таком варианте 20-20 я увижу false. Напишу вот так вот, уже true, потому что их сумма в общем 70. Решение начну с того, что изначально я посчитаю их сумму. Сумму первого и второго. Это получается переменная отвечает за первое поле ввода, плюс переменная, которая отвечает за данные из второго поля ввода. В этом решении обратите внимание на плюсики. Не забываем преобразовывать их в число. После того, когда мы все это посчитали, я могу с помощью условия вывести результат. То есть мы сравниваем result с 50. Если result больше, чем 50, то мы выводим true. Out 6, in true. Если же меньше, чем 50, то мы выводим false. Вот так. Проверяем. 30, 10, false. Все правильно. Пишем теперь 50, клик true. Это говорит нам о том, что логика написана верно. Можем переходить к крайней на сегодня задаче. Задача номер 7. В этой задаче нам нужно создать input типом number. И оно работать должно так. Я буду сюда вписывать какую-либо цифру и кликать на кнопку. И дальше после клика мы проверяем, положительное или отрицательное это число. Например, это положительное, поэтому я при клике должен был увидеть плюс. Но если я сделаю вот так вот и кликну, это уже отрицательное число. Ну то есть минус 300 это точное число, которое меньше нуля. Решение должно выглядеть так. Если число больше, чем 0, мы выводим плюс. Если число меньше, чем 0, мы выводим минус. Решение в теле функции и ставим сразу условия. Пишу наш входной текст из поля ввода, это переменная vsem, и сравниваю ее с нулем. Если переменная больше, чем 0, значит число положительное. И я могу вывести на экран символ плюс. Иначе, ну то есть если число меньше, я вывожу на экран символ минус. Проверяем, как это работает. Вписываю 200 плюс. Делаю число отрицательным минус. Вот мы и сделали всю домашку.
На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.